Сегодня готовлю конвертики из куриного фарша. И это не просто котлеты, а сочные конвертики с начинкой, с сыром, помидорами и шпинатом. Они сочные, нежные и их очень легко готовить, буквально за 30 минут. А какие они вкусные! Для рецепта мне понадобится в первую очередь заправлю куриный фарш. У меня здесь просто куриное филе, которое я измельчила в блендере. Добавляю по вкусу соль, черный перец, сушеный чеснок 1 чайную ложку и пол чайной ложки паприки. Вы можете использовать любые специи, какие вы хотите. Хорошо все вымешиваю. Оставляю фарш постоять, пока я займусь начинкой. Чеснок порежу средними кусочками. Для моего рецепта я хочу сделать очень вкусный шпинат. Я не хочу его ошпаривать кипятком, можно и так сделать. Я хочу придать ему вкус, поэтому я его буду обжаривать вместе с чесноком очень быстро. Чеснок режу средними кусочками. Шпинат разрежу. Разогреваю сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла. Отправляю обжариваться чеснок до легкого золотистого цвета. Обжариваю его буквально полминуты, просто чтобы появился вот этот шикарный аромат обжаренного чеснока. И теперь в сковородку я сразу же добавляю шпинат. Готовлю шпинат буквально 1 минуту. Мне надо, чтобы он просто осел. Сковородку выключаю. На горячей сковороде шпинат еще осядет. Немного солю. Больше никакие специи не добавляю. Здесь весь аромат идет от обжаренного чеснока. И шпинат для начинки готов. Очень быстро. И мне кажется, так получается намного вкуснее, чем просто ошпаренный шпинат в воде. Здесь у шпината уже есть свой вкус. Также для моей начинки подготовлю помидоры черри. Разрежу их пополам. Конечно, можно использовать и просто обычные помидоры, порежьте их дольками. Вот эти помидоры на веточке, как они пахнут. Вот сама ветка очень пахнет. Люблю этот аромат. Чтобы легко сформировать конвертики, я буду использовать просто обычный пакет. Сверху я его слегка смазываю растительным маслом, чтобы фарш легко отставал. Из этого количества фарша я буду делать 4 конвертика. Поэтому фарш делю примерно на 4 части. И 4-ю часть выкладываю на пакетик. Формирую лепешку. Фарш не надо делать слишком тонким, чтобы конвертик получился сочным, чтобы мясо было сочным. Получается вот такая примерно толщина. Сверху я выкладываю сыр Филадельфия. Я его заранее достала из холодильника, чтобы он был мягким. Примерно 1 столовую ложку. Распределяю по 1 половине. Сыр Филадельфия придаст, конечно, такую сочность, мягкость и хороший такой сливочный вкус. Теперь я добавляю шпинат. Берем шпинат без вот этой жидкости, которая здесь образовалась. Просто дайте ей немного стечь. Добавлю немного обжаренного чесночка. Сверху помидоры черри. И сыр моцарелла. И теперь все очень просто. Я вот таким образом лепешку складываю при помощи пакета. Вот такая красота получается. Вот такой кармашек. Перекладываю его на противень, выстеленный пергаментной бумагой. И точно таким же образом формирую следующие кармашки. Конвертики сверху я присыпаю хлебными сухариками. Сверху сухарики можно еще немного полить растительным маслом, чтобы они хорошо подрумянились. И я их еще присыплю сверху сыром пармезан. Если не хотите, можно этого не делать. Можно вообще сыром обычным присыпать, типа моцареллы. И сейчас куриные конвертики я отправляю запекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Ставлю противень на средний уровень, включен верх и низ духовки. Оставшиеся примерно 4-5 минут я включу гриль, чтобы конвертики хорошо подрумянились.
Вот такие шикарные конвертики получились. Посмотрите, как они сверху подрумянились. Запекся сыр вместе с сухариками. Это великолепно. Конечно, горячие подаем к столу. Конвертики получились невероятно нежные, сочные, вкусные. Обязательно их приготовьте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!